Данное видео с возрастным ограничением 18+ не рекомендуется к просмотру людям со слабой ранимой психикой или ментальными проблемами, а также людям, склонным к самоубийству. Его сценическую часть с суицидальной тематикой не следует воспринимать всерьез или как руководство к действию, или же как манифест о реальных намерениях автора-исполнителя. Она несет сугубо развлекательный театральный характер. По-шекспировски демонстрируя ролевую эмоциональную трагедию и разрядку автора в вымышленном им же, сценическом жертвенном образе страждущего отщепенца в современном контексте. С использованием обыденной отщепенской лексики и с одиночной художественной постановкой, без претензий на какую-либо политическую акцию или месседж. Автор заранее просит извинения у всех, кого это видео задевает, и подчеркивает, что это всего лишь актерская игра и сценарные издержки. Всякое экстремистское использование, истолковывание и восхваление данного видеоматериала, а также его публикация, распространение и освещение в иных незаконных или нетрадиционных целях, равно как и всякая травля или публичные клеветнические измышления о намерениях автора, попадают под уголовное преследование вплоть до пожизненного лишения свободы, согласно законодательству Российской Федерации. Это предупреждение является очень важным предисловием перед просмотром. Оно обязательно, и его ни в коем случае не следует легкомысленно воспринимать как некую форму троллинга судебно-правовой системы. Я пытался уйти от призыва, я резал вены и кричал, что умру, но повестка пришла в Украину, и путинские тиски проломили мне слабую грудь. Покончу с собой, я покончу с собой. Я так хочу, чтоб покой навсегда поглотил этот мир безовской. Убил себе за оккупанта, я проклял цепной телевизор давно, и теперь на меня пропаганда сбросила всех собак, растоптать мое имя в говно. Но я покончу с собой, я покончу с собой. Я так хочу, чтоб покой навсегда поглотил этот мир безовской.
навсегда прекратил этот пир бесовской. Ящики с белым полотном, с правом на свободу. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну.